Привет, друзья! Это дядя Тёма. Приглашаю вас всех к себе в хижину. Мур-мур, котятки. Я Мари Говори. Приветствую, я автор канала Новости сверхдержавы. Хау, я Воронов. Всем привет, меня зовут Дмитрий Дубовицкий, я журналист и блогер из Казахстана. Меня зовут Анна Зуева, и я развиваю свой YouTube-канал Зуева. Речь пойдет о том ресурсе, по которому вы, скорее всего, меня сейчас прямо и наблюдаете. Для меня и многих моих коллег 2020 год больше всего запомнился откровенной политической ангажированностью всех социальных площадок в интернете. В 2020 году в основном мои видео не монетизировались, а значит, YouTube их плохо продвигал, и моя аудитория просто не видела некоторые мои видео в рекомендациях. С осени прошлого года мы столкнулись с определенными проблемами на нашем любимом YouTube. И с чем они связаны, мы до конца не понимаем. Новая проблема появилась 10 сентября и до сих пор не решена. Именно если до августа мои ролики набирали в среднем по 400 тысяч просмотров и легко набирали больше полумиллиона и могли и миллион, то вот с 10 сентября просмотры резко просели. Я веду канал 3 года и ничего не менял, и поэтому не верю, что вот в один день без причины я стал неинтересен. Хижина дяди Тёмы, вообще говоря, довольно успешная такая штучка, равно как и канал Ару ТВ. У нас много подписчиков, много зрителей, и надо сказать, что количество это все время росло и росло и росло и росло, а потом как-то вдруг это стало проседать. И к декабрю, в общем-то, количество этих самых просмотров уменьшилось аж где-то в 2-3 раза. Мы вдруг перестали попадать в раздел рекомендаций. Многие наши подписчики пишут о том, что у них каким-то образом слетели уведомления, и они видят наши ролики только если специально заходят на наш канал. Предпосылки к этому, да, начались значительно раньше. И все вы помните наш общий хэштег Fix Russian YouTube. Поначалу не все каналы это ощущали на себе, в том числе и я. Со временем многие забыли о данном хэштеге. Но проблема не только никуда не ушла, она стала еще более актуальной. Более того, что совсем уж тревожно, аналогичная история произошла и со многими другими нашими дружественными каналами. Думаю, многие обратили внимание, что в какой-то момент каналы и блогеры определенной направленности, выпускающие политический контент, попали в так называемый теневой бан. Они как будто исчезли с YouTube, пропали из рекомендованных видео. От них перестали приходить оповещения о новых роликах. Трафик у таких каналов рухнул на 70-80%. Я уж не говорю о скрутках и заморозках счетчика. Рейтинг канала, конечно, можно обрушить, как сделали это мне и другим блогерам. Но шанс прорваться в тренды, он все-таки довольно высок, потому что темы горячие. Поэтому каждый мой ролик через 9 часов после выпуска сталкивается с заморозкой просмотров. Вы можете это посмотреть либо сами, либо зайдите на канал в 10 часов вечера по Москве и увидите, что лайки растут, а просмотры стоят на месте. А можно воспользоваться сайтом Дизлайк-метр. Тут видно, что число просмотров морозят на 3 часа, а после этого не происходит скачка, как уверяют в службе поддержки YouTube. Я очень часто вижу сообщения на почте, в соцсетях, где мои зрители пишут, что их отписал YouTube. Отписывает регулярно, отписывает моих модераторов, администраторов, моих друзей, моих зрителей. Я сам не раз был свидетелем таких отписок. И третий момент. YouTube сам признает, что он это делает. Многие из нас неоднократно писали в службу поддержки авторов. И все мы получали шаблонный ответ. Одинаковый. Текст там такой. Да, это мы отписываем, но только неактивные аккаунты. Когда же им показывают, что отписывают они вполне активных пользователей, они просто отмалчиваются. Так как просмотры они не набирались, дальше алгоритмы, они уже ролики не ранжируют, и ролики, разумеется, гаснут. Таким образом, за первые 4 часа мои ролики набирают где-то 50% суммарных просмотров, а дальше просто стоят. Это касается многих политических каналов, не только мои. Например, Навального морозят сразу через час. Наиболее яркий момент массовых отписок от каналов, все из которых были исключительно оппозиционными, произошел после
этого ролика. Друзья, если у вас есть возможность и желание, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Мне надо кое-что с вами обсудить. Итак, продолжаем подписываться на канал Александра Балу, Сергея Воронова, на блог Жукова, на канал MyGap, канал Свободный, Новости сверхдержавы, ProFV, Вестник Бури Originals, Станислав Морозов, на канал Михаила Светова, Александра Невзорова, Дмитрия Новикова. Это видео мы с Бытией готовили очень долго, и после него многие из вас узнали о каналах, которых вы попросту не знали раньше. Народ прислушался к Бытии, последовал его призыву, прирост на каналах начался, но недолго. Буквально через пару дней со всех этих каналов YouTube начал отписывать людей тысячами. На некоторых отписано было больше, чем пришло. Получается, есть технология, которая позволяет блокировать распространение неугодных роликов на YouTube. Это, безусловно, уязвимое место всей площадки, и им активно пользуются. Что это, если не цензура? Что важно, коснулась эта история лишь тех, кто критикует режим Владимира Путина, в то время как путинские пропагандисты с тысячами и даже сотнями тысяч накрученных подписчиков чувствуют себя прекрасно. История с Соловьевым. Роскомнадзор начал требовать, чтобы его канал попадал в тренды, ведь его там не было, и через неделю каждый его ролик, каждый стал на верхних строчках в тренде YouTube. В совпадение мы с вами не верим. Наша версия заключается просто-напросто в том, что в YouTube имеются некоторые внутренние регуляции, какие-то алгоритмы, какие-то квоты и так далее, которые, в общем-то, можно так или иначе заниматься тем, что по-английски называется fine-tuning, настраивать. Кому-то режим наибольшего благоприятствия, кому-то режим несколько меньшего благоприятствия. Но покажите мне хоть один ролик, который не имеет абсолютно никакого отношения к политике, или, например, ролики пропагандистов, которые точно так же бы морозили, потому что мы же там все равны. Вы не найдете такой. Так происходит только с теми, кто говорит неугодное. Мы прекрасно знаем, что существуют международные нормы поведения и обсуждения. Мы их не нарушаем. Так за что нас гнобит YouTube? Подозреваю, деньги делают свое дело, вероятно, кому-то на YouTube или в Google за это начали платить. Я прекрасно понимаю, что любая деятельность это бизнес, а бизнес это святое. Мы все хотим зарабатывать. Но скажу и другое. Существует русская поговорка: не все деньги пахнут одинаково. Просто задумайтесь, какими средствами могут оплачиваться российские информационные войны в YouTube или в TikTok в России. У Путина никаких своих денег нет, поэтому с наибольшей долей вероятности мы говорим об украденных деньгах. Все чаще мы слышим, что на этих площадках нет места политики. Но где оно есть тогда? И почему это вдруг нету места? Это общее, это наше, и мы вправе выражать здесь свое мнение, делиться мыслями. Для этого и были созданы эти площадки. А для того, чтобы вы, те, кому это не по душе, не видели наши ролики, существуют алгоритмы, которые должны просто работать адекватно. Запрос на чисто политический контент, судя по трендам новостных сайтов, остается высоким. Поэтому нам не кажется, что наши видео просто стали неинтересными. Но если алгоритмы и правила меняются, то огромная просьба хотя бы объяснять нам, авторам, как они меняются и как должны меняться мы. Просто дать информацию, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы и дальше развивать казахстанский сегмент этого видеохостинга. Я хочу сказать, что, в общем-то, совершенно очевидно, что акции протестного движения в России сейчас находятся на подъеме, а акции вот этой самой всей соловьевщины и кремлевской госпропаганды, они падают. Так что даже с этой точки зрения, ребята, надо поддерживать нас как восходящий тренд. Я уже не говорю о том, что мы честные, благородные ребята, что мы не врем. А это, я считаю, является абсолютной ценностью для информации вообще и для YouTube в частности. Что со всем этим делать?
наверное, главный вопрос. В первую очередь продолжать смотреть и делиться услышанным. Еще более активно продвигать контент ваших любимых авторов. Постоянно мониторить свои подписки. Создайте текстовые файлы, впишите туда все каналы, на которые вы подписаны. И регулярно проверяйте наличие подписки. И каждый раз, когда вас отписали или не прислали уведомления о новом видео, пишите в поддержку YouTube. Заваливайте их вопросами, пусть отвечают на них, пусть у них просто не останется времени на неадекватную зачистку. Сам факт такой зачистки неуместен и попросту недопустим в цивилизованном обществе, в обществе, где есть свобода слова и мыслеизъявления. Зачем это делать? YouTube стал больше, чем развлекательная платформа. Он стал рупором. В России сейчас, и в России, и в Беларуси сейчас, в общем-то, ситуация, прям скажем, очень важная, очень критическая. И то, на стороне кого окажутся свободные информационные ресурсы, очень и очень многое зависит. Я бы очень хотел, чтобы YouTube услышал нас и поддержал мой канал и каналы моих коллег. Но только от вас зависит, произойдет это или нет. От вас зависит, каким это будущее будет. Свободным и многогранным. Или... YouTube, вообще говоря, это свобода. Это свобода, в первую очередь, свобода от цензуры. Это свобода от государства. Это настоящий такой vox populi, то есть глаз народа. И вот именно за эту свободу, за возможность высказывать собственное мнение, причем мнение самое разное, мы YouTube и ценим. Так позвольте же нам говорить то, что важно, а не что разрешено. Я за честную конкуренцию. Думаю, как и многие из вас, не оставайтесь равнодушными. Причем, заметьте, это немного пафосно, но это очень важно, что вот этот ютубовский голос свободы особенно важен для стран с тоталитарными автократическими режимами. Охваты моих роликов, например, могут с легкостью конкурировать с передачами на федеральных каналах, и многие проигрывают. Не смотрите телек, смотрите YouTube, здесь говорят правду, и до встречи на моем канале. Ставьте лайки, как говорится, а также шерьте, пожалуйста. У меня все с надеждой на диалог. Всем спасибо, всем пока. Смотри YouTube.